Социальная сеть TikTok ввела ограничения на работу в У России. нас пропал синий одевание. Рассчитывали на то, что это закольцовывает сеть. Как же хорошо на природе. А хотя, ладно, посмотрим немножечко тиктокиков. Ладно, блин, не могу. Насладимся контентом. Я сел в мавзолей. Вот, ребята, дошла очередь до помидорчика. Всем здорово! И перед началом большого и нудного видеоролика, пожалуйста, можно мне, Боб, куда-нибудь вот сюда прикол. Ребята, если вдруг вам, немножечко дискомфортно смотреть видеоролик длиной 15 секунд и выше, потому что вы ощущаете какое-то, знаете, зудящее чувство у копчика, смотрим вот сюда. Вон туда. Первое, о чем нужно сказать, что влияет на ТикТок до сих пор, это, очевидно, блокировка соцсети в России. Но правильнее все же говорить не блокировка, а ограничение, потому что официально, в отличие от инсты с Фейсбуком и Твиттером, ТикТок в РФ не заблокирован, он ограничен. И ограничен он самим ТикТоком, а не Вовой. Это, конечно, все здорово, но нам нужны доказательства. Пожалуйста, умная тетя, зайдите в кадр и продемонстрируйте нам эти доказательства. В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе, сообщает РБК со ссылкой на представителя TikTok в России. Спасибо большое, Констанция. В общем-то, в ТикТоках как бы нельзя выкладывать видео, но на практике на самом деле можно. Они же просто не будут отображаться в русских аккаунтах ТикТока. То есть видео есть, но вы их не видите. И абсурдность происходящего в том, что, казалось бы, блокировку мировой компании, государственную блокировку, компанию Мета, можно обойти всего лишь нажатием одной кнопочки, кнопочка от VPN. Но для того, чтобы похожую блокировку обойти внутри ТикТока, от самого приложения нужно купить симку другого региона. А для того, чтобы выкладывать видео, которые будут видеть плохие русские, тебе нужно скачать взломанную версию приложения. И в этом и парадокс всего происходящего. Тяга людей к свободному источнику, в первую очередь приколов, она стала намного сильнее человеческой лени. И об этом интересном феномене внутри российского, конкретно российского ТикТока, мы сегодня с вами и поговорим. Итак, февраль 22 года, начало войны и введение тех самых ограничений ТикТока, о которых я говорил вам ранее. Как следствие, это, конечно же, ведет в первую очередь к сокращению штата и к сокращению штата модераторов, потому что нет никакого смысла держать большое количество модераторов на платформе, на которой ролики для русских официально тупо не выходят. И это приводит к тому, что вы можете видеть в своих рекомендациях, например, вот такие видео. Я ваш раб, вещь и шлюха, моя госпожа Елена. И это даже не самое смешное и прикольное. Вы можете наблюдать вот такое. Я хочу извиниться перед мистером Бистом. Такого пиздюка в 2021 году, например, вы бы не увидели с вероятностью 70%, потому что он бы отлетел в бан. И именно это мы с вами запомним как пункт номер 1. Меньшее количество модерации. А модерация — это у нас в первую очередь что? Это, конечно же, цензура. А кто у нас из той же самой когорты вот этих ограничителей, смотрителей, терзателей? Я думаю, это Primal Beast! Нет, мистер Бананчик, это не Primal Beast. Это государство. большой брат. Я сказал, очень большой. В нашем же случае, скорее, сестричка. В общем-то, у государства более чем успешно получается бдить за фейками в интернетах. Но какой смысл усиленно направлять свои уставшие от работы очи на и так пошедшую на контакт платформу, где, как минимум, официально уже как 2 года контент для русских, тупо не генерируется. А нахуя что-то вообще там следить за ними, я не понимаю.
Минимальное внимание власти ко всей этой истории — это второе X в нашем уравнении. И я, конечно же, как-то должен продемонстрировать вам вот это вот на каком-то конкретном ролике. И сейчас я ему продемонстрирую. Пожалуйста, внимание. Свободная Сибирь – это проект «Сама Сибирская республика» образовалась в 1918 году в результате гражданской революции. Но в нынешнем времени проект решили возродить, чтобы рушить путинский режим и достичь свободы России, которая образовалась в 90-х годах в результате падения СССР. Даже же флаг есть. Я, очевидно, не поддерживаю подобные без привлечения сепаратистские видосы с сепаратистскими настроениями. И 200 тысяч просмотров. Ого! Я, честно говоря, думаю, что на любой другой платформе подобный ролик был бы удален, может быть, через день-два, а этот видос держится уже месяцы. Я, честно говоря, искренне не понимаю, кто подобную историю может поддерживать. Я поддерживаю. А что? Нихуя, какие вкусные грибы. Ягоды. О, ребята, вы здесь. Итак, я не могу вам не продемонстрировать еще два, не сказав бесстрашные, наверное, неправильно сказать бесстрашные, но ходящих по грани, можно сказать, видоса. Вот получается первый из них. Посадила богомола перед иконой, он что-то молиться не хочет. Но сейчас будем его топить в святой воде, чтобы богохульством не занимался. Перед иконами так нельзя, потому что Бог все видит. Секунду. И вот второй. Когда-нибудь уйду и съебался. Пресвятая Матушка, Госпожа Богородица, подходит. Это вот вам дополнительная демонстрация, можно сказать, небольшого бесстрашия тех, кто подобные ролики выкладывает в общее обозрение. И вот с какими двумя вводными нам приходится в этих ваших тиктоках выживать. Первое — это минимальное внимание власти к тиктоку. И второе — это минимальная модерация. Я также не говорю, что в тиктоке нет модерации в российском вообще никакой. Что-то на уровне даркнета. Нет, это абсолютно не так. Модерация присутствует. Она просто присутствует в очень-очень небольшом количестве, если сравнивать с временами, когда с тиктоком в России все было прекрасно. И, конечно же, власть наверняка тоже присматривает за авторами в ТикТоке, особенно за крупными, за их там высказываниями и так далее. Вот вам пример с Никоглаем, да, которого заметили и выгнали, скажем так, из страны из-за конкретно ТикТока. И вот в чем как бы цимис ситуации всей. Существует YouTube Shorts, существуют Instagram Reels и существуют ВК-клипы. Можно вообще просто зашел, приложение открыл, смотришь с кайфом. ТикТок же зайти жопа как тяжело. О чем я говорил? В смысле сбился? Но люди все равно смотрят контент в ТикТоке. Контента не стало меньше, приколов стало не меньше, а больше. И зрителей, аудитории не стало меньше. А почему так, если зайти в ТикТок, это достаточно большая проблема? Почему так? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на презентацию. Посмотрите, как у нас тут все серьезно. Первый ролик сразу с лету. Смотрим. Здравствуйте, бабушка. Вы сегодня красиво выглядите. Удачи вам. Вы красивые. Да. Красиво выглядите. Вам надо помочь или нет? Спасибо, мои лапочки. Спасибо за уважение к старшим. То есть вы понимаете, да, это маленькие мальчики, которые просто живут в Омске и решили сделать его лучше. Давайте зайдем посмотрим. У нас в их аккаунт 2 миллиона просмотров. До этого на аккаунте 0 выложенных видео. Что это, если не доказательство того, что ТикТок дает шанс авторам, пусть даже таким маленьким, но очень милым. Давайте следующее. Что это такое? Ебать, цифра 3. Что это такое? Это деревенский Джимми Нейтрон средних лет. Он заявляет, что он придумал ткань, которая меняет цвет от подачи на нее тока. Его контент вот так и выглядит, да. И на каждом из этих роликов 100, 200, 300 тысяч просмотров на такой узкой теме. Офигеть, офигеть. Все это еще и объединяет людей в комьюнити, в какое-то сообщество. Они там общаются друг с другом. Вау. Давайте, третий ролик.
очень прикольный, мне он очень нравится. Поехали, смотрим. Ты прикинь, что мы с этим миром будем 5 ядерных ебашек, 5! Да ну нахуй 5. Да я тебе отвечаю, я, блядь, вот так воткну сам. Да ебать. И взорвусь нахуй, чтоб никого не было нахуй. Чё это за хуйня только что была? Можете подумать вы, и даже можете сказать вслух, и даже, может, напишите в комментариях. Это не просто ролик с бомжом, это ролик с бомжом, дефис оригинал. Зайдем сейчас, давайте, в профиль. Что мы видим? Ролики, если есть на аккаунте, то они собирали максимально небольшое количество просмотров, а тут хуяк, миллионник. И дальше мы видим опять этого же бомжа, только уже в другой день, что доказывает нам, что это просто оригинальный видос. Вы бы 100% без каких-либо проблем увидели именно этот ролик и в YouTube Shorts, и в рилсах Инстаграма, и в ВК-клипах, везде, на любых других площадках с короткими роликами. За исключением того, что этот ролик бы был выложен от лица паблика с мемами. Оригинал такого видоса никогда бы не завирусился на платформах, которые я перечислял. Ну там до 5000 просмотров, а тут хуяк, миллионный ролик. Последний ролик, который я сейчас хочу вам показать, давайте, вылезай, красавчик. Это лысый мужик, да? Я вот сижу монтирую и задумался. Вы правда подумали, что я вам покажу шалтая-болтая? Думать, думать. Шалтая-болтая нет официального ТикТока. Нельзя доверять всем словам видеоблогеров с телеэкранов. И я, в том числе, моим нельзя верить. На самом деле, я просто хотел вам показать смешного лысого дядьку, который сидит в тюрьме. В этом и заключается весь его контент. Он сидит с другими зэками, снимает себя, танцует, поет, снимает других зэков, камеру. У него было там около 60, по-моему, тысяч подписчиков. И, к сожалению, ТикТок снес его аккаунт, и мне показать вам нечего. Но у меня есть альтернатива. Я нашел, сейчас я вам покажу. Первая жена ищет мужа, вторую жену. Расул, 57 лет, фанатский дагестанец, чеченец, рост 185, вес 100 килограмм, дети есть, альхамдулях, 5 сыновей, работа имеется, доход хороший, занимается. Я клянусь, не искал этого специально. Просто в момент, когда уже ролик монтировался, нашел это и думаю, блин, как хорошо, что зэка забанили, и я могу показать это. Это аккаунт со знакомствами, в которых люди с специфичными определенными требованиями могут найти свою любовь. Как же это замечательно. Давайте еще немножко посмотрим. Наслаждайтесь. Фигура идеальная, спортивная, внешность симпатичная. Подарка 18 лет, Екатеринбург, рост 164, замужем не была, детей нет, в отношениях... Я не понял. Ты себе хочешь вторую чангушку? Нет, мне не нужна вторая жена. Третью танчикинстонку? Спасибо, не нужно, я отказываюсь. На самом деле, мне нужен бублик. Всем стоять, ручки подняли вверх, не двигаемся. Я хочу воспользоваться случаем и, во-первых, сказать, что в моей телеге есть инструкция того, как обойти ограничения и на айфоне, и на андроиде. Ну вообще, какого хера? Ты еще не подписан на канал? Жми кнопочку подписаться, преврати ее из красной в серую. Ну и переходи по первой ссылочке в описании. Там моя телега. Будем с вами там общаться, прикалываться. И во-вторых, никого не смущает это дурацкое ощущение того, что я гений. И у меня так мало подписчиков. Я хочу закосплеить Велстроя. Денег у меня не то чтобы там дохуя, но 13 рублей за 7 миллионов просмотров на коротких видиках я заплатить смогу. В общем, пожалуйста, переходи по второй ссылочке, если хочешь, ну, помочь восстановить справедливость и сделать меня мега популярным. И параллельно этому ты хочешь немножечко заработать. Поможем друг дружке. Знаете, как бы не было легкодоступны вот эти все рилсы, шортсы и клипы для пользователей из России, почему-то за прошедший год я не могу вспомнить ни одного мемчика, пришедшего или популяризированного именно оттуда. Я не знаю, исключением является разве что Squibidi Tualet, получивший популярность благодаря YouTube Shorts. Все остальные мемы родились в ТикТоке. Дайте мне, пожалуйста, те самые приколы, которые стали мемами благодаря ТикТоку. Легко. Давайте, вытаскивайтесь нахуй.
Ты будешь прав, задав вопрос, какого хуя я только что показывал тебе только пиндос Киржаки. Там не было никаких проблем, с продуцированием новых приколов, потому что там не было никаких ограничений. Покажи нам наши русские приколы, которые стали мемами благодаря ТикТоку. Легко. Давайте, ребята, вылетайте. Славянский зажим яйцами. И это лишь малая часть того, что я мог бы вам показать. Нынче мемы живут неделя 2 от силы, и почти все они или рождаются и популяризируются именно в ТикТоке, и только потом появляются на других площадках с короткими роликами. В ТикТоке мне очень нравится, знаете, вот это чувство причастности к тому, что ты являешься частью какого-то большого комьюнити, которое, может быть, мне кажется, влияет на интернет уж точно больше, чем любое другое комьюнити в любой другой социальной сети. Потому что спокойно можно наткнуться, знаете, на мем в момент его зарождения и частичкой своего внимания и банальным комментарием «бригаду ПЖ» дать ему тот самый импульс, который, в свою очередь, даст сноубол для того, чтобы именно этот прикол, который понравился тебе, на котором ты, чуть-чуть, но повлиял над его популяризацией, сделать так, чтобы именно над ним смеялся весь Рунет. Потому что потом это все будет перезаливаться в другие места. По-моему, романтично звучит, что ли. Мне нравится. Формат TikTok роликов появился, больше 5 лет назад, и многие предрекали ему смерть через год-два. Но сейчас стало понятно, что такой вид потребления контента с нами надолго. Все аналоги ТикТока чаще всего это дополнительная функция внутри большой площадки. Инста, ВК, YouTube — это все платформы, короткие ролики на которых лишь часть функционала, причем маленькая часть. TikTok же, в свою очередь, это только короткие видео, вокруг которого разрастается уникальный функционал. Всегда функция — это инструмент. Вы здесь. И в случае ТикТока инструмент для самовыражения, творческого самовыражения и самореализации. Гениальная, не постесняюсь реально этого сказать, гениальная идея интегрировать CapCut внутрь ТикТока, чтобы нажатием одной кнопки можно было повторять сложный монтаж. Это же пипец как круто. То есть раньше для того, чтобы сделать сложный эдит с переходами, еще чем-то, нужно было качать программу на компьютер, а сейчас достаточно нажать в ТикТоке одну кнопку. И ты повторишь сложный монтаж и сможешь его редактировать как твоей душе угодно. Никогда еще приколы не было создавать так легко и просто. Прекрасное время живем. Ржаки вообще. Завались. Функционал масок от сообщества — это вообще мое любимое. Это такой разрыв пупочечка, что просто жопа. Короче, вы можете посмотреть на то, как пройдет ваш год с помощью эмодзи. Или, например, можете заменить свое лицо на лицо другого человека. Посмотреть, какой вы сок, я не знаю, с помощью маски. Или разгонять на байке, играя в мини-игру с помощью функционала маски. И все это делают обычные люди. Вы представляете? Все это делают люди своими ручками. Точечная. Точечная что? Я уже забыл. Точечная сосредоточенность. Точно. Точечная сосредоточенность на коротких видео и на создании гибких инструментов — это в первую очередь, конечно же, создание свободы для автора. Но это не только создание свободы для автора, но и создание возможности для зрителя за этой свободой наблюдать. И это отдельное удовольствие лично для меня. И возможно это только в ТикТоке. По крайней мере, на данный момент. В общем-то, мальчики и девочки, это и есть ТикТок в 2024-м. Это чуть более свободная из-за своей уникальной закрытости, только внутри России платформа, в которую возвращаются люди, несмотря на сложность с доступом к контенту. Это авторы с еще большими сложностями для публикации контента, которые, несмотря ни на что, создают большую часть приколов, над которыми кекает весь интернет в России, весь Рунет. Это уникальные функции, дающие свободу и простоту выражения для автора, и эта простота в том, чтобы благодаря функциям и благодаря алгоритмам рекомендаций и, конечно же, меньшему предложению в связи с ограничением стать этим автором. Пусть и чаще всего
на один ролик, который соберет много просмотров. Все это и есть ТикТок в 2024.